Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами хотим поделиться одним словом, которое вам нужно использовать, когда вы идете, когда вы бежите куда-то, когда вам кто-то подает руку, когда вы плачете, вам нужно говорить это слово. И это слово обязательно изменит вашу жизнь. Очень здорово, если вы эту практику будете делать хотя бы 3 дня, и ваша жизнь начнет меняться. Вы удивитесь, но это слово настолько сильное по своей энергетике, что многие люди, которые уже это сделали, они и в комментариях нам написали в закрытом чате о том, что да, это все работает. Поэтому мы хотим сегодня открыто заявить об этом слове. Многие знают об этой практике, знают об этом волшебном слове, но, к сожалению, не хотят и не желают работать. Поэтому, если вы не хотите этого делать, вот прямо сейчас закройте это видео. А если вы хотите менять свою жизнь, вы хотите стать счастливее, здоровее, богаче, чтобы вы научились путешествовать, ездить, видеть мир своими глазками, не по интернету, тогда обязательно досмотрите это видео, и вы обязательно сможете изменить свою жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите слово «принимаю». Покажите Вселенной, что вы готовы принимать те дары, которые она для вас подготовила. Итак, друзья, слово «принимаю», есть желание, выразите свою благодарность Вселенной, и Вселенная вам вернет в таком же размере. Помните об этом. Многие задаются вопросом, что же это за слово, почему это слово, оно очень сильное. Все мы с вами привыкли что-то делать и хотим же получить взамен. Но когда мы требуем от Вселенной, что Вселенная должна, обязана нам это вернуть сполна, так не работает в нашей жизни. Самый простой пример. Когда кто-то вам подает руку помощи, вспомните, когда вам кто-то подал руку помощи, кто это был? Это был не тот человек, которому вы помогли. Это был совсем, возможно, даже чужой человек. Или бывает так, вы стоите на остановке, и вы опаздываете на какую-то встречу, на собеседование, идет сильный дождь или идет метель, и вы не знаете, что вам делать. И тут ни с того ни с сего останавливается машина и предлагает вам без какой-либо оплаты довести вас до места назначения. И многие думают о том, что «ой, как мне повезло». Нет, девочки и мальчики, это Вселенная, благодаря вашим добрым помыслам, благодаря тому, что вы сделали в определенный период времени, вы накопили положительную карму, если так можно, вам удобнее будет прочувствовать. Знаете, как в игре, знаете, вот играют люди в игры, есть уровни, добился какого-то уровня, да, получи там ромашку, да, или получи монетки, за которые ты можешь купить то-то и то-то. И вот так вот и в жизни происходит. Только мы об этом не думаем. Мы стараемся заполучить в данную секунду, в данный момент вот эту материальную выгоду. Мы не думаем о том, а что будет через какой-то определенный период времени. Ни в коем случае так нельзя. Нужно благодарить Вселенную, благодарить высшие силы. Помните о том, что мы с вами в первую очередь, кто мы? Мы энергия. Все думают о том, что ой, у меня тело, это моя материя, другого ничего не вижу, не понимаю и так далее. Но у каждого из нас есть энергия. Если кому-то удобно, люди называют это душой. Но без этой души тело не будет жить, к сожалению. И это все неспроста. Поэтому, в первую очередь, очень важно, чтобы вы начали проводить эту практику. В первый день, когда вы начнете ее проводить, вы даже будете раздражаться. А почему вы будете раздражаться? Потому что вам будет не нравиться. Потому что вы приглашаете в свою жизнь что? Энергию любви, энергию гармонии, божественную энергию. И вас это начинает раздражать, потому что тот негатив, та темнота, которая у каждого есть человека, вот у каждого, поверьте, к сожалению, если кто не работает над собой, или даже кто работает, все равно у нас проявляется зависть, у нас есть злость, да, обида, и это все накапливается у каждого человека. И когда человек начинает проводить вот такие вот божественные практики, то что человек начинает? У него происходит конфликт.
дисбаланс сильный, потому что божественные энергии начинают заполонять тело. И здесь ваша задача не свернуть с этого пути, сделать второй, третий день, на четвертый, пятый вы уже без этого не сможете быть. Вот то же самое простое, кто пробовал, напишите, кстати, в комментариях, кто пробовал начинать первые дни пить натощак теплую водичку. Очень сложно это сделать. Мозг не хочет принимать, да. Вам не нравится, вы не понимаете, зачем это вам нужно. А проходит месяц, вы утром не выпили стакан воды, тело начинает ругаться с вами, ему некомфортно, ему нужна вода, ему нужно обновление. И вот так вот в жизни, девочки и мальчики. Поэтому ваша задача научиться нести мир, любовь, гармонию. Многие говорят о том, что ой, я живу не в той стране, я живу не в том городе, у меня плохие близкие, родные, у меня ничего не получается, вот у меня одна пенсия, мне так плохо, мне так нехорошо, а вы тут рассказываете про то, что можно быть богатым, счастливым, здоровым. Да не может же быть такого. Вы что, тут волшебники, что ли? Вы должны понимать, что если у вас это не получается, и вы пытаетесь зайти на другую территорию, где растут цветочки, где все пахнет, вы хотите злиться, вы хотите это уничтожить, потому что вас раздражает, что в вашем мире, к сожалению, этого нет. Поэтому вы должны принять вот то, что вы живете в таком-то обществе. Не нравится? Меняйте. Это же не проблема. Взять, переехать в другую страну, которая вам нравится. Очень часто бывает так, что ой, мне не нравится эта страна, в которой я живу, мне не нравится президент, мне не нравятся те люди, мне не нравится мое окружение. Но если разобраться, вы выбрали это изначально. Вы родились в этой стране, вы жили, вы напитывались вот этими традициями, обычаями, обрядами, и вас все устраивало. А потом в какой-то момент вы придумали себе, что ваш, например, президент – это зло, что это нехорошо, что это негатив. Но вы не хотите разобраться в себе. А почему? Но смотрите, сколько стран и сколько президентов. Но почему-то вы зациклены на каком-то одном президенте. Вы считаете, что только этот президент злой, а все остальные ангелы. Но так не бывает. Почему вас раздражает? Потому что у вас внутри есть эта темнота, и вот вы видите в том или ином человеке успех, самодостаточность, а у вас этого нет, и вас это изнутри раздражает. К сожалению, многие люди не могут в этом признаться. Это большая проблема, что человек не может вот остановиться, знаете, подвести черту и сказать, да, у меня есть один, второй, третий минус, потому что очень часто бывает так, что люди транслируют и говорят в этот мир, что они позитивные люди, что они счастливые люди, что у них все прекрасно, все у них, что они счастливы. Знаете, такой вот токсичный токсичное, давайте подберем слово, токсичный, знаете, вот даже Вселенная не хочет, чтобы я сказала именно эту фразу. А вот вопрос почему? Потому что вот токсичные люди, к сожалению, они на общем фоне, они могут рассказывать, что все отлично, что все чудесно, что все замечательно у них самих, но они среди того, что они транслируют, если вы откроете глаза, вы увидите, что они не те люди, которые являются в реальности, которые являются в действительности, к сожалению. И бывает очень часто так, что они демонстрируют всему миру, всему своему окружению, что у них и семья счастливая, что из детей все хорошо и так далее, и так далее. Но в реальности они ни с кем не общаются, даже со своими родными детьми, потому что им что-то не нравится, что, например, их ребенок вырос и стал намного успешнее, намного удачливее и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что вы архитектор своей жизни, вы создатель. Очень часто бывает так, что вот нам пишут в комментариях, я не могу уехать со своего города, как вы себе это представляете? Я должна все бросить и так далее. Вы знаете, если вы хотите это сделать, вам Вселенная обязательно поможет. Вселенная каждому помогает человечку на этой планете. Если вы хотите в негативном русле жить, Вселенная вам также помогает. Вы должны понимать о том, что в Вселенной нет такого понятия, это хорошо или это плохо. Вот вы должны это понять. Когда вы что-то просите у Вселенной, вот даже недавно в комментариях читаем, хочу сделать ремонт.
завершить хочу ремонт, пусть Вселенная мне даст денег. Знаете, если вы не знаете, сколько вам нужно денег для завершения вашего же ремонта, то вы не знаете, то как Вселенная может знать, как может знать ваше окружение, потому что вы-то затеяли ремонт, никто другой, не ваша соседка, не ваши какие-то родственники, а вы сами изначально решили сделать ремонт, у вас что-то не пошло по ситуации, и после этого что? Вам это начинает не нравиться, вы начинаете раздражаться. Бывают такие комментарии, что пишут: у меня пенсия, о чем вы здесь говорите? Но вы же сами себя ограничили в своем доходе. Вы ждали эту пенсию когда-то, потому что вам обещало государство или страховая компания, да, и наступил вот этот страховой, будем так говорить, случай, когда вам начинает государство платить вашу пенсию. Но вы ведь ее ждали столько лет, вы что-то там накапливали, вы не интересовались, а сколько вы же будете получать на пенсии? И пришла пенсия, а это оказалось для вас копейки. И теперь вы злитесь на этот мир, вы злитесь на окружающих, потому что кто-то говорит о том, что человек может жить по-другому. Очень много ситуаций, когда люди начинали видеть по-другому мир, и у них начинало все очень шикарно получаться. У людей начиналось новые изменения происходить. Самый простой пример. Вы умеете что-то делать. Неважно, что вы делаете. Запомните, в этом мире для каждого человека с его хобби, с его увлечением есть место для того, чтобы он мог реализоваться как человек, как личность. Есть люди, которые выскочки, но они... Очень часто бывает так, если вы посмотрите многих людей на телевидении, в интернете, даже в своем окружении, человек ничего себе не представляет, но он нашел идею, он, возможно, ее просто скопировал, видоизменил и начал ее применять в жизни. Открыл свой бизнес или открыл хлебобулочную, там что-то такое, или еще что-то сделал, и начал зарабатывать деньги. А вы все сидите и философствуете: ну у меня же нету денег для старта. Ну, а что вы сделали? И не всегда, вы должны понимать, что не всегда нужны деньги. У вас есть ваша голова, у вас есть руки. Дело в том, что Вселенная очень часто бывает так, что она забирает у человека все. Вот просто все. Появляются обстоятельства, и человек остается сам на один, знаете, в одних, условно, там, трусах, футболке, и без ничего. У него есть там малюсенькая какая-то сумма и документы на руках, например, об его образовании, да, его идентификации и так далее. И на этом все заканчивается. И вот здесь человек, что он делает? Он сидит и ревет, и говорит, что у него все печально, ужасно, все, он уже умирает. Или человек говорит: ничего, я еще всем вам покажу, где раки зимуют. И человек начинает шаг за шагом меняться, стучаться в одну дверь, в вторую дверь, в третью дверь. Знаете, очень часто бывает так, что люди даже не умеют стучаться в чужую дверь, чтобы попросить о помощи. Вы должны понимать, когда вы обращаетесь к кому-то и просите у кого-то помощь, что в этот момент, друзья, происходит? Вы не просто просите помощи у человека, вы просите помощи, подсказки, поддержки у Вселенной. И Вселенная, видя ваш запрос, она начинает выполнять, потому что Вселенной нужно также создать определенные условия, обстоятельства, чтобы в вашей жизни появились люди, возможности, деньги, чтобы это все реализовалось. Но иногда нужно время, потому что мы с вами задействованы, вот даже вы сейчас слушаете, это сколько много людей смотрит и слушает наш канал. И представьте себе, если сейчас что-то может произойти, многие люди будут в панике. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы внутренне были с божественным созданием, чтобы вы были в гармонии, в мире, в любви с самим собой. Даже что бы ни происходило вокруг вас, потому что вы должны понимать, что все то, что вас раздражает, что вас злит, это то, что вы не смогли чего-то достигнуть, вы не смогли это заиметь. И вы начинаете у кого-то что-то вот щипать, пробовать, кого-то злить. А другим людям, вот самодостаточным людям, которые уже это поняли, вот законы Вселенной, законы космоса, им это не интересно. Возможно, вы замечали такое, что, знаете, вот даже самое простое, вспомните басню «Моська и слон». Да? Караван, слон идет, это вот такая большая махина, кто видел слонов,
слонов настоящих не в зоопарке, а вот в реальной жизни, в той же Азии, вы узнаете о том, что это достаточно большое животное, которое идет и просто идет. Ему не важно, кто это будет гавкать, собачка, кошечка мяукать или попугай, рядом будет что-то там рассказывать ему. И так и в жизни. Вы не должны смотреть на те обстоятельства или кто вас отговаривает. Очень часто бывает так, что в семье жена или муж начинает заниматься каким-то делом, и все начинают ставить палки в колеса. Почему они ставят палки в колеса? Потому что у них нет знаний, нет опыта, они боятся того, что они могут в конечном итоге получить, а вдруг не получится. И вот это слово «не получится», оно перечеркивает все. Наоборот, старайтесь поддержать своего члена семьи. Если кто-то что-то задумал, захотел учиться, открывать бизнес, конечно, нужно составить бизнес-план, просчитать все. На это, возможно, иногда нужно время, но нужно спешить не спеша, и в то же время это делать очень быстро. Вы видите, как сейчас технологии меняются. Мы пока там одно, другое, третье, посмотрите, какие уже телефоны появляются. Появляются уже с искусственным интеллектом, появляются телефоны на руке, что человек просто нажимает буквально на свое тело, и перед ним появляется экран. Кто-то думает о том, что это еще далеко, это вот уже наступило, это уже есть. Поэтому, пожалуйста, не отрицайте того, что приходит в вашу жизнь, потому что как только вы отрицаете, вы сами себя закрываете от этого мира, а мир-то стучится к вам, он стучится к вам через дверь, вы закрываете дверь на 10 ключей, боясь чего-то, вам стучится мир в окна, вы боитесь, вам звонят по телефону, а вы не отвечаете, и так далее, и так далее. Можно придумать очень много примеров, когда вы закрываетесь. Но вы должны понимать и то, что в мире во всем есть баланс. Кто-то думает о том, что нет баланса. Вот те события, которые происходят и так далее, и так далее. Вы должны понимать и то, что Бог, Вселенная, высшие силы, они очень мудрые, и они вместе с нами. И если происходят эти события, они происходят неспроста, потому что наше человечество заходит в тупик. И вот эти события, которые происходят, нас пытаются разбудить. И, конечно же, появляются и дополнительные силы, которые хотят манипулировать людьми, которые хотят управлять, которые понимают многие вещи. Извините, что мы не можем все вам сказать, потому что YouTube все-таки та площадка, которая контролируется этими же людьми, но мы хотим сказать о том, что когда вы становитесь божественным созданием, не просто вы говорите, а вы начинаете по-другому жить, вы начинаете говорить, вы не смотрите на других людей, вы не обсуждаете, что у вас плохое правительство или вы живете в плохой стране. Вы должны понимать о том, что если вы путешествуете по миру и поймете, что на той земле, которой вы родились, она одна из самых плодородных, она из самых любимых, и вы неспроста оказались именно в том месте то, что вы делаете. Найдите радость, найдите удовольствие, найдите то, что вас будет мотивировать и двигать дальше. У каждого это будет свое. Одному человеку нужно вышивать. Вы знаете, вот маленький пример. Одна наша подписчица, она постоянно нам плакала и говорила о том, что у меня чуть ли не дома нечего есть, а вот вы тут рассказываете всякую билиберду. Вот просто так и писала. Мы несколько раз не в комментариях переписывались, и нет, ни в какой это все ерунда. Ну тогда зачем ты смотришь? Ну вот что-то вы меня цепляете. Хорошо, прошло время, мы рассказывали одну из важных тем, и женщина уловила нашу мысль. Она поняла, что она всю жизнь хотела вышивать картины, но не просто картины, а именно иконы. Она пошла в ближайший храм, пообщалась с батюшкой, батюшка ее благословил. И вы знаете, эти картины, вышивка, обалденная вышивка, если увидите, вот у нее даже там уже сайт есть, по всему миру заказывают эти картины. И вы знаете, это нельзя за что она слишком богатая, но это женщина, которая не верила в себя. Найдите то, что вы хотите, что вы умеете, что вы любите. И дело в том, что нас в детстве закрывают нам, наш социум, наши родители, то окружение, а зачем оно тебе надо и так далее. А вы задумались, у вас в голове появилась эта мысль, обязательно это делайте, это двигайте. Пожалуйста, не теряйте себя, потому что каждый из нас
это индивид, это творец, это создатель. Так вот, какое же слово вам нужно каждый день говорить, чтобы ваша жизнь изменилась? Друзья, это слово «благодарю». Благодарю, благодарствую. Вот вы идете по дороге и говорите благодарствую, благодарствую, благодарю, благодарю. Не бойтесь это слово говорить. Первый день вам будет, мы еще раз повторимся, очень сложно. Будут появляться обстоятельства, люди, даже люди будут с вами идти на конфликт, на ругань. Почему? Потому что внутри вас начинается свет светиться. А люди с темной душой и ваши вибрации им не подходят, и они начинают злиться, они пытаются вас вернуть, как говорится, в свое окружение, а у них этого не получается. А вы должны быть мудрыми, терпеливыми и пройти этот жизненный урок. На второй день будет немножко легче, и легче, и легче. На 7-й день вы уже увидите, как ваша жизнь изменится. Почему именно 7 дней? 7 дней это тоже неспроста, но главное, чтобы вы начали работать. Вот прямо сейчас, после окончания этого видео, поблагодарите Вселенную, высшие силы, напишите в комментарии слова благодарности, и после, девочки и мальчики, начните проводить эту практику. Вы увидите, как вы кардинально изменитесь, и ваша жизнь изменится. Мы вас любим, целуем, обнимаем и надеемся, в вашей жизни действительно будет все в самом лучшем свете.